Штиль FS55 не заводится. Судя по виду, она не так уж и мало поработала. Хотя по факту трудно сказать, что будет, потому что все зависит от того, как человек следит за техникой. По внешнему виду иногда трудно сказать. Что тут у нас? Что-то все разболталось. И здесь люфт. Ладно, как обычно, для начала почистим компрессором. Что-то уж сильно болтается. Похоже, крепеж здесь обломлен. Наверное, роняли. Ну да ладно. У нас немного другая тема. Так. Сейчас посмотрим перво-наперво свечу. Наличие искры. Пожалуй, это самое первое, что нужно делать. Хотя порядок следования не обязательный. Так. Ага. Здесь на свече я вижу наросло нагара много. И контакты замкнуты там. Искры, конечно, при таком подходе не будет. Сразу же хочу вас предупредить, что ремонт будет самый дешманский, поскольку мне поставлена такая цель. Как можно дешевле, как можно дешевле. Ну, как можно дешевле, значит, как можно дешевле потягать стартером. Искру вижу, но она какого-то зеленого цвета. А цвет должен быть фиолетовый. Сейчас убавим света и оценим получше. Прямо полностью выключил, чтобы точно оценить. Так. К сожалению, вам не могу показать. Ну, фиолетового я не вижу цвета. Надо поменять свечку. Возьмем заведомо рабочую. Так. Еще разок. Ну вот. Теперь я вижу фиолетовую искру нормальную. Значит, нам нужно поменять свечу. Обычно зазор здесь большеватый, а должен быть 0,7-0,8. Поэтому убавляю зазор. Я это вижу на глаз, как говорится. А вам рекомендую воспользоваться, если вы этого не видите, то щупом. Так. Ставим на место. Свечку. Зальем бензин и будем пробовать заводить. Но ведь сказано, что как можно дешевле сделать. Раз как можно дешевле, значит никуда и не полезем в другое место. Единственное, что здесь глянуть, не болтается ли
карбюратор. Нет, не болтается. Значит, подсоса воздуха нет там. А то бывает, когда долго работают, довольно часто, карбюратор ослабляется и начинает болтаться. Ну, естественно, подсос воздуха в систему. Хватит. Много не надо, потому что потом транспортировать же человек будет. Давайте смотрим. Ага. А налил, считай, под завязку. Ну что ж, праймер не очень работает, но работает. Фильтр-то что там есть у нас? Есть. На месте. Так. Пошел заводить. Нет, не хочет заводиться. Даже вспышек не дает. Посмотрим, что у нас тут в свече. Может, залила ее. Может, накрутили. Карбюратор. Ну да, мокрая свеча. Свеча мокрая. Еще здесь сразу же вижу. Видите? Заслонка у нас не держится. Заслонка не держится. Вот она, видите, как заслоночка гуляет. Вот так должна закрыться. Ну, в закрытом положении она более-менее держится, а в открытом вот совсем. И она, скорее всего, будет еще мешать при работе. То есть перекрывать поступление воздуха. Этого нам, конечно, не надо. Крепеж у нее вот какой, видите? Так, ну ладно. Посмотрим, что нам тут накручено. Винт L должен быть вот этот. О, из него наш бежит. Ничего себе. Винт L у нас левый, а это винт H. Ну, H вот здесь вроде стоит ограничитель. А винт L посмотрим сейчас. По половинке оборота считаем. Раз. Да нет, и все. Даже раза нету. Раз. Два. Три. Я его выкрутил. Это 1,5 оборота. Как и должно быть. Сейчас выключу зажигание. И попробую прокачать. Продуть систему. А тут она ручьем бежит. Накачиваем. Что-то не так. Добавляться. Прямо качает и качает и качает. Придется снять ограничитель на винте H и посмотреть. Вот так вот подковыряем его. И куда деваться? Надо снимать. Вот так вот. И смотрим, что тут у нас с винтом H. По половинке опять же. Раз, два, три. Ну, это много, конечно. Где-то, давайте сначала половинку сделаем оборота. Вообще где-то должно быть около 1 оборота. Вот.
Так, вот сейчас еще раз выйду на улицу и прям хорошенько прокачаю. Меня смущает вот это вот, откровенно говоря. Льется отсюда. Прямо струей. Что-то там напрямик прямо льет. Пожалуй, нам не удастся ее завести. Надо смотреть, что у нас с топливным клапаном. Похоже, он не держится совсем. И ее, конечно, заливает. То есть не будем пытаться завести ее, а сразу же пойдем. Здесь мы не возьмем. Ну так уж теле сделано. И что надо будет трубчатый ключик. Гаечка на 8 там. А ключик надо будет нам трубчатый. 2 гаечки. К этому еще надо будет вернуться, поправить. Потому что ну, не гоже так он болтается. Так. Здесь у нас 2 патрубка. Один гладкий идет из бака. Это переливной патрубок. А один гофрированный. Это на бензонасос. И он расположен ниже. Так, один сняли. Второй сняли. Крышку приоткроем, чтобы не гнало оттуда топливо. Так. Ну, снимаем. Ага. Вот так отжимаем и тросик здесь вытягиваем. Чтоб он не таскался здесь. И дал свободно вынуть карбюратор. Карбюратор сейчас я помою, а потом будем лезть вовнутрь. Эту крышку можно было бы и не снимать, но мы ведь полезли в карбюратор. Раз полезли в карбюратор, значит надо сделать все. Здесь было много грязи. Это я уже почистил, помыл. Снимаем верхнюю крышку. Добираемся до топливного клапана, который у нас не держит. Ну, здесь качает, слава богу. Так, вот у нас мембрана топливного клапана. Ну, она более-менее эластичная, не задубелая. Уже хорошо. Так, прикипело все здесь. Вот так аккуратненько мембраночку снимем. Ого, ого. Да уж, да уж, да уж. Где же она будет работать при таком-то? Водичка. И долго хранилась с этой водичкой. Вот такое вот дело. По-хорошему здесь нужен большой ремкомплект. Посмотрю я сейчас. Помою сколько возможно. Почищу. Надо же еще и разобрать. Здесь карбюратор-то не хочется менять на новый. Тем более здесь стоит у нас оригинальный карбюратор. А мы что будем ставить? Подешевле. Аналог дешманский.
Это у нас должен что-то, тут я не вижу надписи на нижней крышке. Ну, Замма, Китай, ну это оригинальный Китай. Ладно, будем здесь чистить как можем. Сейчас одену перчатку и буду очистителем для карбюраторов мыть. А потом дальше пойдем. Он агрессивный, этот очиститель. Разъедает кожу. Поэтому перчаточку. Ну, хотя бы, чтобы разобрать. Все равно все это надо вычищать. То есть вот здесь вот все вот это надо будет вычищать. Прям до самого последнего. Чтоб ни одной пылинки ржавчины не осталось. Иначе она у нас отвалится и забьет в процессе работы жиклеры. А их здесь два, как я понимаю. Вот один жиклер, вот второй жиклер. Так вот. Так. Прокладки нам придется менять. То есть надо будет ремкомплект. Не хотели, но придется. Кстати, у меня нету такого ремкомплекта. Придется изготовить. У меня есть на штиль 180. Она сюда подходит, мембранка, но она без отверстия. Ладно, сделаем отверстие. До свидания, до новых встреч, здоровья вам и всего хорошего.